Приветствую вас, уважаемый зритель моего канала. В этом ролике я продолжаю подробный обзор мастерства ратного дела в игре Titan Quest Anniversary Edition и ее дополнение Ragnarok. Это уже третья часть на эту тему, и если вы не смотрели предыдущие, рекомендую это сделать. Все-таки сначала лучше смотреть, не так ли? А сделать это вы можете по ссылке, которая прямо сейчас появляется в правом верхнем углу экрана. Также она есть в описании к этому видео. В предыдущих роликах мы с вами подробно рассмотрели пассивные умения этой школы. И прежде чем перейти к активным умениям, мне хотелось бы кое-что дополнить. В последнее время активно тестирую школу рун и метательное оружие. О школе расскажу в одном из следующих роликов, а об оружии сейчас несколько наблюдений. Во-первых, оно имеет среднюю дистанцию атаки, то есть луки и посохи стреляют гораздо дальше. Сейчас покажу на примере. У моего персонажа сейчас стоит два метательных оружия. Возьму лук и смотрим. Вот сатир, достаточно далеко. Так. Вот примерно отсюда я его достаю. Видите, какая дистанция атаки? Теперь возьмем метательное оружие. Видите? Он меня агрится, а я его не доставал. Сейчас еще чуть-чуть поближе подойдем. Вот лучник, он меня видит. Вернее, он видит персонажа, а метательное оружие до него не достает. Сейчас чуть поближе подойдем. Снова он стреляет, а я в него не попадаю. Еще чуть ближе. Вот, где-то только отсюда. То есть, видите, достаточно недалеко. Лук и посох стреляют гораздо дальше. Это первый момент. Теперь следующий. Максимальный предел скорости атаки при оружии в каждой руке составляет 141%. Вот у меня сейчас стоит шелковый отрез. Он имеет плюс 40 скорости атаки. Я добавлю дополнительно простой бронзовый метательный нож. И сейчас при помощи воплощения героизма Ахиллеса добавлю ему скорости. То есть сейчас 141. Воплощение героизма Ахиллеса добавит еще больше 40% скорости атаки. Улучшаем. Скорость атаки не изменилась. 141 это максимум. Я не знаю, почему ввели такое серьезное ограничение, но знать об этом считаю нужным при планировании раскачки персонажа. Теперь ближе к мастерству ратного дела. Дело в том, что умения буйства, секущий удар и рассечение работают только с оружием ближнего боя. С метательным оружием они не работают. Работают только владение двумя клинками, которое позволяет взять во вторую руку еще одно метательное оружие и с 30% шансом использовать двойной бросок вместо одинарного. Смотрим, как это сейчас выглядит. Сейчас поближе поставлю, чтобы виднее было. Просто метаем оружие. Как вы видите, достаточно часто... Ага, сейчас нужно убрать. Вот этот тройной бросок был. Это из-за шелкового отреза. У него есть умение град ударов. Сейчас я поставлю простое оружие. И еще раз посмотрим. Как вы видите, достаточно часто срабатывает двойной бросок. Я тестил на версии 1.57. У меня получалось по тестам, что шанс срабатывания 50%. Ну, в среднем там от 45 до 55 получалось. И этот небольшой баг, я думаю, что в следующих версиях его могут пофиксить. Но пока умение работает именно так.
Давайте сейчас специально вкачаем полностью ветку оружия в каждой руке и посмотрим, как изменилось. Персонаж все так же метает два оружия, никакого урона по 2-3 противникам и какого-то бонусного урона нет. Эти умения с метательным оружием не работают. Отдельно тестировал все на противниках, то же самое. Вот в принципе все, что я хотел вам пока рассказать про метательное оружие. Теперь перейдем к активным умениям, то есть таким, которые активирует сам игрок, когда ему нужно. Первое из них — боевое знамя. При его активации рядом с персонажем появляется флаг, который дает ему и его союзникам хорошие бонусы. Давайте рассмотрим их по отдельности. Во-первых, флаг увеличивает наступательную способность. Прирост небольшой, это скорее приятный бонус. Во-вторых, дает 1 очко ко всем умениям и уменьшает расход энергии на применение всех активных навыков в 2 раза. Третий приятный бонус — это урон. Начинается с небольших значений, но вырастает на максимуме до 274 единиц. Сейчас я специально поставлю вещи на увеличение умений, и вы увидите 274 единицы урона, который добавляется к каждому удару оружием. Этот урон увеличивается модификаторами и силой персонажа. Влияет на все виды оружия, в том числе и посохи. Следующий бонус является изюминкой этого умения. Это поглощение урона. По мере вкладывания очков оно увеличивается и вырастает до 45%. Представляете, почти половина любого урона будет поглощаться. Только за это этот навык можно считать имбой данной школы, не считая остальных бонусов. Правда, есть небольшое ограничение. Боевое знамя является компаньоном героя и имеет очки жизни, то есть его можно снести раньше, чем закончится его время действия. Время действия у него 36 секунд. Жизнь составляет 1300, но это на эпосе. На легенде очки жизни увеличиваются. Об этом я расскажу в следующем ролике. Суммируя все вышесказанное, могу сказать, что это единственное умение, которое я рекомендую качать всем классам, вне зависимости от применяемого вида оружия. Давайте посмотрим на него в действии. Сейчас у персонажа урон 171, наступательная способность 966, контрудар прокачан до 5, вернее до 5 уровня. Ставим знамя. Наступательная способность выросла на 120 единиц. Средний урон от оружия также вырос весьма значительно. И контрудар теперь имеет 6 уровень. То есть он получил плюс 1 очко к умению. Хочу сказать, что боевое знамя как компаньон тоже получает этот бонус. Просто сейчас оно прокачано полностью. Но если бы она была прокачана до 13, при активации этого умения здесь бы стояла цифра 14, то есть максимальная прокачка. Я специально сбросил боевое знамя на единицу, чтобы вам это показать. Смотрите, боевое знамя дает бонус всем компаньонам, но так как оно само является компаньоном героя, то на него действует бонус плюс 1 ко всем умениям.
И в принципе все остальные бонусы. Единственное, что урон она не наносит, наступательная способность не нужна, и расход энергии тоже. Но на него действует способность плюс 1 очко ко всем умениям и 45% поглощения урона. Видите, боевое знамя перестало действовать, и уровень умения стал меньше. Теперь по поводу поглощения. Сейчас найдем отдельного персонажа, который... Ага, ну вот лучник нас там обстреливает. Подальше поставим, чтобы мы хоть видели, кто там обстреливает. Вот. Этот сатир обстреливает нашего персонажа. И теперь за каждое попадание персонаж теряет примерно 90 единиц здоровья. Теперь поставим знамя. И видим, что теряем мы примерно в среднем 50 единиц здоровья. Остальное все поглощается самим знаменем. Работает навык поглощения. Это действует на любой тип урона. Также у боевого знамени есть пассивное умение Триумф, которое уменьшает физический урон противников, снижает их сопротивление физическому урону и оглушению. Так как это пассивное умение знамени, то есть действует только тогда, когда знамя стоит, то рекомендую качать его до предпоследнего уровня. То есть это сэкономит 1 очко умения. Проверяем, как это действует. Сейчас этот сатир бьет персонажа дубиной. Напомню я вам, что дубина наносит только физический урон, поэтому легко будет проверить. Замечаем, какой урон наносит он сейчас. И при поставленном знамени. Видите, насколько уменьшился урон этого сатира по нашему персонажу? Теперь примерно 12 единиц в среднем. Сейчас будет очередное небольшое углубление в механику игры по поводу сопротивления и поглощения урона. В игре есть несколько уровней защиты. Первое – это сопротивление определенному виду урона. У персонажа они отображаются в характеристиках и делятся на основные и дополнительные. Основные – это сопротивление огню, холоду, электричеству или молниям, проникающему урону, физическому урону, кровотечению, яду и урону здоровья. Вернее, сопротивление атак на здоровье. Дополнительно это сопротивление замедлению, оглушению, обездвиживанию, заморозке. Энергетическому сопротивлению это атак на кражу энергии. Сопротивлению сну, сопротивление снятию умений и оцепенению. В большинстве случаев нужно только сопротивление оглушению, иногда заморозке, потому что они снижают время этого эффекта. Остальные нужны гораздо реже. Теперь к основным сопротивлениям. С этими немножечко сложнее. Они снимают урон, который получает персонаж. Показываю на примере сопротивления огненному урону. Остальные действуют также. Сейчас у моего персонажа минус 1%. Я как ни старался, 0 не смог сделать. Но для примера этого будет достаточно. Итак, как игра считает урон по персонажу? Допустим, по нему попал снаряд огненного урона в 1000 единиц. Первый уровень защиты – это сопротивление. Сейчас оно около нуля, значит урон не изменится. Второй уровень защиты – это поглощение урона. Его мы видели при проверке боевого знамени.
Если бы сейчас стояло знамя, оно бы поглотило 45%, и оставшийся урон был бы равен 550. Но бывает поглощение в единицах. Оно действует после процентного поглощения и просто забирает на себя определенное количество урона. Третий уровень защиты — это броня. Четвертый — щит. Про него и броню я подробно расскажу в ролике про школу защиты. Там достаточно много нюансов. А пока возвращаемся к сопротивлениям. В начале игры, недалеко от первой деревни, живет огненный шаман. Вот он мне как раз сейчас и поможет показать вам, как действует основное сопротивление. Подставляю персонажа под удар и смотрим. Разово снялось определенное количество здоровья, то есть прошел урон от посоха. Потом здоровье уменьшается в течение нескольких секунд. Это действует эффект горения. Слева на экране вы видите значение урона в 3 случаях. Справа привожу среднее значение урона при сопротивлении в минус 1%. Убегаем подальше и меняем экипировку. Снимаем полностью все вещи на сопротивление огню. Нижний порог основного сопротивления минус 100%. На этом персонаже я этого сделать не смогу, но минус 95% тоже подойдет. Теперь давайте прикинем, сколько урона будет нанесено от посоха и от горения при таком сопротивлении. Напоминаю, что горение — это урон огнем раз в секунду в течение некоторого времени. Так что сопротивление огненному урону действует и на него тоже. Итак, слева показан пример расчета и прогнозируемые значения. Бежим проверять. Немного увлекся разговорами и забыл восстановить здоровье. Сейчас действие бутылки закончится и снова подставляем персонажа под удар. Также слева снова будут показаны значения урона. Можете обратить внимание на полоску здоровья, как быстро она снижается. 3 удара и уже маленький кусочек остался. И пока наш персонаж убегает, считаем среднее значение полученного урона. Оно показано справа на экране, а слева то, что прогнозировали. Видите, примерно совпадает. Неточность вызвана разбросом урона у посоха и малой выборкой. Теперь увеличим сопротивление до 80%. Это верхний порог, то есть больше поставить нельзя. Урон у нас уменьшится по сравнению с нулевым сопротивлением. Давайте прикинем, насколько. Данные вы видите слева на экране. В третий раз бежим к шаману, которому уже изрядно надоели. И видим, что при ударе красная полоска здоровья практически не уменьшается. Как обычно, слева 3 значения урона, и справа среднее из них. Сравниваем его с теми, что посчитали, совпадает почти точно. Вот и все, что я вам хотел показать в этом разделе. Остальные основные сопротивления действуют по такому же принципу. На этом раздел механики закончен. И мы возвращаемся к умению Триумф. Я долго думал, как вам показать его в действии. Дело в том, что игра сначала показывает желтые цифры критического урона, а потом делает поправку на сопротивление, поглощение и так далее. То есть урон при крите и то, что получает противник, отличаются друг от друга. Причем иногда значительно. Но игра этого не показывает. Это немного затянуло выпуск этого ролика, пока мне не подали идею ребята из группы ВКонтакте. Для того, чтобы показать действие Триумфа, мы сначала без него поставим флаг и нанесем несколько ударов по противнику. Сейчас найдем здесь парочку сатиров. Вот этот вполне подойдет.
Активируем боевое знамя и считаем, за сколько ударов он уйдет. Так, ему этому хватило 4 удара, но он уже был раненый. Так, этому 5. Птице понадобилось 4 удара. Я специально поставил одно оружие и щит, чтобы удобнее было считать удары. Чтобы не наносил двумя руками разом. Так, ну вот и на этом персонаже вообще 6 ударов понадобилось. И тем временем боевое знамя закончило свою работу. Сразу стало гораздо хуже с уроном. Пока ждем, что боевое знамя восстановится, мы прокачаем умением Триумф до 9 уровня. Когда поставим знамя, оно даст еще одно очко и будет 10 уровень, то есть максимальный. Тогда умение Триумф даст минус 60% сопротивления к физическому урону у всех противников в радиусе действия флага. Сейчас у сатиров сопротивление 10%, а при Триумфе будет минус 50%. Вот сейчас мы здесь поставим знамя и считаем удары. Теперь, чтобы вынести сатира, нужно 3 удара. Птица вообще за 2 или 3 вылетает. Сейчас еще попробуем вот на этим 2. Проверим до конца уже. Видите? 1, 2, 3. Ну, 2,5, 3 удара. И противник нас больше не беспокоит. То есть урон по противнику становится больше, потому что у него уменьшается сопротивление физическому урону. Игра этого никак не показывает. Я не стал обращать на это внимание, но уверен, что вы, уважаемый зритель, заметили, что цифры критического урона при рабочем Триумфе и без него были примерно одинаковыми. На этом ролик заканчиваю. В следующей части мы подробно рассмотрим активные умения Яростный натиск и Вихрь с их улучшениями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, и YouTube подскажет вам, когда выйдет следующая часть. Всего доброго и до новых встреч!